Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Тэхён в армии уже 254 дня. Увидимся через 294 дня. Чингук в армии уже 253 дня. Увидимся через 295 дней. Обновление Compose Coffee в Instagram. Время для себя. Как композиторы проводят свое время. Чтение, кулинария, упражнения. Вам действительно нужно время, чтобы позаботиться о себе. Давайте поделимся, как композиторы проводят свое время. Compose раздает подарки посредством лотереи. Compose устраивает розыгрыш. Хотели бы поучаствовать? Хоть бы разочек попробовать это кофе. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Чингук переживает за безопасность Тэхёна. Ребята вместе резали капусту, и Чингук очень волновался, чтобы Тэхён не поранился ножом. Чингук, попробуешь? Ты должен быть осторожен. Тэхён, хорошо, я должен быть осторожен. Годы идут, а Чингук все так же переживает за Тэхёна, когда тот берет нож в руки. Капусту нарезали, можно и повеселиться. Когда они вместе, то не могут не дурачиться, всегда на одной волне. 9 место. Чимин рассказал, как Тэхён ходит в спортзал и любуется торсом Чингука. Думал ли Тэхён в тот момент, что его небольшой секрет раскроют на весь зал? Чимин говорит: самое смешное в Тэхёне это то, что когда Чингук тренируется в спортзале без футболки, Тэхён идет к нему в зал и издает звуки восхищения при виде его торса. Увидели смущенное лицо Тэхёна? Ничего страшного, милый, мы все понимаем. Мы тоже любим мышцы Чингука. Восьмое место. Тэхён ловко умеет выходить из неприятностей сухим, в отличие от Чингука. Тэхён случайно пролил напиток на Чингука, а затем прочитал лекцию под названием «Урок жизни». Тэхён размахивает своими ручками и случайно проливает сок на Чингука. Чингук от этого в шоке. А Тэхён ему говорит: ну, знаешь, такова жизнь, и такое случается. Боже, как же это смешно и мило одновременно. Тэхён, оказывается, тот еще философ. Нет, чтобы просто извиниться, он придумал такую речь. Ну, самое главное правильно выкрутиться. 7 место. Тэхён попросил своего приятеля помочь Чингуку на шоу, потому что он очень застенчивый. Чонгук должен был быть ведущим на шоу вместе с 3 другими звездами, поэтому Тэхён попросил Миндже, который будет одним из ведущих с Чонгуком, чтобы он помог ему во время шоу. Тэхён такой внимательный, так волновался за своего пупсика, что решил заранее позаботиться о нем.
Однако Чингук и так хорошо справился, несмотря ни на что. Не зря он участник великой группы BTS. 6 место. Чингуку любопытно, какого цвета трусы у Тэхёна. Ведущий задает вопрос: какая ваша любимая новая покупка? И Тэхён своим ответом всех знатно развеселил. Тэхён отвечает: это трусы. Парни просят показать их. Тэхён: нет, это секрет. Чингук спрашивает у Тэхёна, какого они хоть цвета. Тэхён отвечает: черного, это секрет. А Чингук ему говорит: а мои синенькие. Спасибо, ребята, что поделились с нами такой важной информацией. Я даже и не удивлена, что именно Чингук задал вопрос по поводу цвета. 5 место. Чингук не скрывает, что знает про Тэхёна все. Чингук готов был ответить на личный вопрос для Тэхёна, прежде чем сам Тэхён написал ответ. Чингук поднял руку, чтобы дать ответ на вопрос. Тэхён, увидев это, сказал: «Но я еще не написал ничего». Заметили, как Чингук гордо поднял руку. Ну а что скрывать? Мы знаем, что ты знаешь. 4 место. Чингук продает свои вещи Тэхёну. Ну, мы и так знаем, что красивым людям мир благосклонен, а к настолько красивым, как Тэхён, даже щедр. Чингук играет в магазин со своим любимым Тэхёном и готов продать ему все за бесценок. Чингук: красивый парень, иди сюда, это тебе подойдет. Я отдам за 28 тысяч вон, только тебе. Как же я обожаю, когда Чингук говорит, что Тэхён красивый. Никто наверняка столько раз не сказал Тэхёну, что он красивый, сколько сделал это Чингук. 3 место. Тэхён не разрешает Чингуку снять пиджак. Чингук показывает, как он будет флиртовать. У Чингука спрашивают: как ты собираешься это сделать? И Чингук начинает расстегивать пиджак. Тэхён тут же: холодно, надень это. И Чингук, как послушный мальчик, не стал раздеваться. Мысли Тэхёна: не показывай то, что принадлежит только мне. Или Тэхён побоялся своей реакции. Вдруг растеряется, покраснеет и выдаст себя. 2 место. Просто Чингук, который ухаживает за своим Тэхёнчиком. Лучший мужчина на свете Чингук спрашивает, какой кусочек мяса хочет Тэхён, и кладет именно его. Чингук такой заботливый, всегда ухаживает за Тэхёном. А Тэхён никогда не стесняется просить Чингука позаботиться о нем. Ви: Чонгук? Чингук: что ты делаешь? Ви: Чонгук. Чингук отвечает: ага. Ви: приготовь мне еду. Тэхён такой Тэхён. 1 место. Чингук неосознанно повторяет за Тэхёном. Во время фан-встречи Тэхён облизывает губы, а Чингук в ответ облизывает свои губы. Хотя у Тэхёна есть привычка облизывать губы, это не привычка Чингука, и он сделал это, глядя на Тэхёна.
Когда нам кто-то нравится, мы неосознанно начинаем зеркалить человека, копируя его жесты и действия. Этот механизм копирования – сложный психологический процесс. Благодаря ему человек стремится лучше узнать и понять объект своего обожания, будто бы ставя себя на его место. Это такой интересный способ сблизиться с объектом любви, который реализует наша психика. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!